Привет, друзья! Добро пожаловать на канал, где мы погружаемся в самые таинственные и захватывающие загадки нашей планеты и космоса. Сегодня нас ждет невероятное путешествие. От пирамид, которые, возможно, были электростанциями, до ядерных реакторов возрастом в миллиарды лет. От теней, которые следят за нами, до радиосигналов из глубин галактики. Это не просто истории. Это вопросы, которые заставляют задуматься. Что мы знаем о нашем прошлом? И кто, возможно, наблюдает за нами из космоса? Приготовьтесь к удивительным фактам, теориям и размышлениям. Поехали! Пирамида в Завиэ-Тель-Ариане – гробница или древняя электростанция? Начнем с Египта, но не с Великой пирамиды в Гизе, а с менее известной, незавершенной пирамиды в Завиэ-Тель-Ариане, построенной примерно в 2600 году до нашей эры. Это сооружение окутано тайной. Внутри археологи нашли нечто странное. Герметичную гранитную ванну с идеально отполированными стенками и тяжелой крышкой. Это не похоже на саркофаг. Слишком массивно, слишком технологично. Зачем древним египтянам создавать такой резервуар? Для хранения зерна? Вряд ли. Для чего-то более мощного? Некоторые исследователи, такие как инженер Кристофер Дан, предполагают, что пирамиды могли быть не просто гробницами, а сложными устройствами для генерации энергии. Представьте, подземные водные каналы, которые, возможно, текли под пирамидой, создавали давление и вибрации. А гранит, из которого сделана ванна, – отличный проводник звуковых волн. Если добавить к этому кварцевые кристаллы, которые, как известно, генерируют электричество под давлением, то пирамида начинает выглядеть как древний генератор. Звучит как фантастика? Но подумайте. Египтяне умели обрабатывать гранит с точностью, которую мы едва можем повторить даже с современными инструментами. Откуда такие технологии? И вот что еще интригует. С 1964 года территория пирамиды закрыта египетскими военными. Почему? Что они скрывают? Может, там нашли нечто, что переворачивает наше понимание истории? Или это просто меры безопасности? В любом случае, эта загадка заставляет задуматься. Что, если пирамиды – это не просто каменные памятники, а ключ к технологиям, которые мы только начинаем понимать? Ядерный реактор в Окло – природный феномен или следы цивилизации? Теперь перенесемся в Габон, в шахту Окло, где в 1972 году произошло открытие, которое шокировало ученых. Французские исследователи обнаружили, что уран из этой шахты уже был использован в ядерной реакции. Да, вы не ослышались. 1 миллиард 800 миллионов лет назад здесь происходила управляемая цепная ядерная реакция, которая длилась 500 тысяч лет. Это не ошибка. Это факт, подтвержденный анализами. Но как такое возможно? Ученые говорят, что это природный феномен. Якобы грунтовые воды, богатые ураном, создали условия для самоподдерживающейся реакции. Но вот что странно. Для такой реакции нужен точный баланс. Определенная концентрация урана-235, вода как замедлитель нейтронов и отсутствие ядов, которые могли бы поглотить нейтроны. В природе это крайне редкое совпадение. Некоторые исследователи, вроде физика Фрэнсиса Перрона, задаются вопросом: а что, если это не природа? Что, если это следы древней цивилизации, которая владела ядерными технологиями задолго до нас? Подумайте. 1 миллиард 800 миллионов лет назад на Земле не было ничего сложнее бактерий. Или было? Может, мы просто не нашли следов? Ведь если цивилизация исчезла так давно, от нее могли остаться только такие аномалии, как в Окло. И если это правда, то кто они были? Пришельцы? Или наши далекие предки, чья история стерта временем? Эта загадка заставляет пересмотреть все, что мы знаем о прошлом Земли. Люди-тени, призраки, пришельцы или что-то еще? Теперь давайте поговорим о чем-то, что, возможно, вы сами замечали. Вы сидите дома, читаете книгу или смотрите телевизор, и вдруг в углу зрения мелькает темный силуэт. Вы поворачиваетесь, а там ничего. Знакомо? Это явление называют люди-тени. Их описывают как темные, почти двумерные фигуры, которые появляются и исчезают за доли секунды. Они не издают звуков, не взаимодействуют с нами, но их присутствие вызывает необъяснимый страх. Кто они? Призраки? Астральные проекции? Или, может, существа из параллельных миров? Есть несколько теорий. Парапсихологи считают, что это души умерших или энергетические сущности.
Уфологи же уверены, что это пришельцы, наблюдающие за нами в невидимом спектре. А физики-теоретики говорят о проколах в ткани реальности, когда мы видим обитателей других измерений. Интересно, что люди-тени не подчиняются законам физики. Они могут проходить сквозь стены, исчезать на глазах, а иногда даже менять форму. В 2018 году в Японии камера видеонаблюдения в офисе зафиксировала, как темная фигура вышла из стены и растворилась в воздухе. Это не фейк. Видео до сих пор обсуждают в научных кругах. И самое жуткое, эти сущности появляются не только ночью, но и средь бела дня, даже когда вы заняты обычными делами. Так что в следующий раз, когда заметите что-то странное краем глаза, не спешите списывать это на усталость. Бронзовые шестерни и врата богов в Перу. Перенесемся в Перу, в горы Хаюмарка, где находится одна из самых загадочных достопримечательностей – так называемые «врата богов». Это огромная каменная арка, вырезанная в скале, с углублением, похожим на дверь. Местные легенды гласят, что жрец по имени Амару Муру использовал золотой диск, чтобы открыть эти врата и шагнуть в другой мир. Звучит как миф. Но в 1990-х годах археологи нашли в окрестностях нечто странное. Бронзовые шестерни, похожие на детали сложного механизма. Откуда в древнем Перу, где по официальной истории не знали даже колеса, такие технологии? Некоторые исследователи предполагают, что шестерни – часть устройства, связанного с вратами богов. Может, это был ключ к порталу? Или часть машины, которая генерировала энергию для открытия врат? Ученые пока молчат, но местные жители уверены, врата – это не просто скала. Они рассказывают о странных огнях и звуках, которые иногда исходят из арки по ночам. Интересно, что подобные порталы есть и в других культурах. Например, в Турции есть врата Плутона, которые, по легендам, вели в подземный мир. Может, древние знали о межпространственных переходах больше, чем мы. И если врата богов действительно работают, то куда они ведут? В другую галактику? Или в параллельную реальность? Сфера Бетс – инопланетный артефакт или шутка природы? Теперь давайте поговорим о сфере Бетс, одном из самых странных артефактов 20 века. В 1974 году семья Бетс из Флориды нашла в лесу металлическую сферу размером с баскетбольный мяч. Она выглядела как идеально отполированный шар из нержавеющей стали, но вела себя необычно. Сфера двигалась сама по себе, катилась вверх по наклонным поверхностям и даже реагировала на музыку, особенно на гитарные аккорды. Семья утверждала, что она издавала низкий гул, как будто внутри что-то работает. Сферу передали ученым из военно-морских сил Соединенных Штатов, но даже они не смогли понять, что это. Анализы показали, что она состоит из сплава, который не использовался в промышленности того времени. А потом сфера исчезла, просто пропала из лаборатории. Куда она делась? Была ли это инопланетная технология, которую кто-то решил скрыть? Или просто розыгрыш, который зашел слишком далеко? Но вот что интересно. Подобные объекты находили и в других местах. В 1960-х годах в Австралии фермеры обнаружили похожие шары, которые тоже вели себя странно. Может, это остатки технологий, оставленных кем-то на Земле? Или зонды, которые наблюдают за нами? Эта загадка до сих пор будоражит умы. Гиганты Невады. Мифы или реальность? Теперь перенесемся в Неваду, в пещеру Лавлок, где в 1911 году археологи нашли нечто невероятное. Человеческие скелеты ростом от 2,5 до 3 метров. А еще огромные сандалии длиной 15 дюймов и следы гигантских рук на стенах пещеры. Местные индейцы поют и рассказывали легенды о рыжеволосых гигантах-каннибалах, которых они называли Ситеках. По преданию, поюты загнали гигантов в пещеру и сожгли их. Но вот что странно, скелеты, найденные в Лавлоке, исчезли из музеев. Некоторые говорят, что их уничтожили, чтобы скрыть правду. Другие уверены, что они хранятся в секретных архивах. Есть даже теории, что гиганты – это не миф, а реальная раса, возможно, связанная с древними цивилизациями вроде атлантов. Ведь подобные находки были не только в Неваде. В Турции, Перу и даже в России находили кости огромных людей. Так кто же они были? Другая ветвь эволюции? Пришельцы? Или просто очень высокие люди, чьи размеры преувеличила легенда? И почему следы гигантов так тщательно скрывают? Пирамида в Самоа – затерянная цивилизация? Теперь отправимся в джунгли Самоа, где скрыта звездообразная пирамида Хула-Малаи. Это необычная пирамида. Ее форма напоминает звезду,
а размеры поражают. Ученые до сих пор спорят, для чего она была построена. Храм? Обсерватория? Или что-то более сложное? Лазерное сканирование показало, что под пирамидой скрыт целый город. Улицы, здания, каналы. Но кто его построил? И почему он был заброшен? Официальная история говорит, что полинезийцы не строили таких сложных сооружений. Но что, если это следы другой цивилизации, о которой мы ничего не знаем? Ведь в Тихом океане есть и другие загадки, вроде Нан-Мадола, города, построенного на коралловых рифах из многотонных базальтовых блоков. Может, это все звенья одной цепи? И если под Хуламалаи действительно скрыт город, то что мы найдем, когда начнем раскопки? Радиосигналы из центра галактики. Теперь посмотрим в космос. В 2021 году астрономы поймали странные радиоволны из центра Млечного Пути. Эти сигналы не похожи ни на пульсары, ни на черные дыры, ни на что-либо еще, что мы знаем. Они появляются и исчезают без видимой закономерности. Ученые назвали их космическими призраками. Что это? Новый тип звезд? Или, может, сигналы от разумной жизни? Интересно, что подобные сигналы ловили и раньше. Например, знаменитый «Вау!». Сигнал 1977 года до сих пор не объяснен. А что, если это не случайные волны, а послания? И если да, то кто их отправляет? И почему именно из центра галактики, где находится сверхмассивная черная дыра? Эта загадка заставляет задуматься. Возможно, мы не одни во Вселенной. Необычные биологические открытия. И напоследок, несколько удивительных фактов из мира биологии. Знаете ли вы, что в Мадагаскаре живет моль с языком длиной 11,8 дюйма? Она эволюционировала, чтобы доставать нектар из глубоких орхидей. Это как если бы у человека был язык длиной полметра. А вот еще. Ученые научили коров ходить в туалет. Да, звучит смешно, но коровы освоили это быстрее, чем некоторые дети учатся пользоваться горшком. Это открытие может помочь сократить выбросы метана и спасти экологию. И, наконец, личинки мух. Они не только разлагают мусор, но и лечат раны. В одном случае личинки спасли ногу женщины от ампутации, очистив ее от мертвой ткани лучше, чем любой хирург. Природа продолжает нас удивлять. И кто знает, какие еще секреты она скрывает. Вот такие загадки окружают нас. От пирамид, которые, возможно, были электростанциями, до ядерных реакторов, работавших миллиарды лет назад. От теней, которые следят за нами, до радиосигналов из космоса. Мир полон тайн, и каждая из них — это приглашение задуматься, что мы знаем о нашей истории и что еще скрыто от нас. А теперь ваша очередь. Что из этих загадок кажется вам самой невероятной? Пишите в комментариях, ставьте лайк, если хотите больше таких видео, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые путешествия в мир тайн. До встречи в следующей загадке.